Зима, сад еще спит, за окном холодно, но именно сейчас начинается самый важный этап для будущей красоты. Пока другие думают, что до сада еще далеко, мы уже можем закладывать основу цветущего лета. Бывает так. Хочется, чтобы сад стал красивым не через год, не к осени, а уже в этом сезоне. Чтобы он сразу выглядел ухоженным, живым, наполненным цветами. И сегодня я покажу вам 10 однолетников, которые дают именно такой эффект. Это растения, которые быстро растут, рано зацветают и буквально за несколько недель превращают участок, клумбу или террасу в цветущий уголок. Этот список подойдет и для начинающих, и для тех, кто просто любит видеть результат быстро и без лишних сложностей. Итак, первое – петуния. Начнем с настоящей королевы мгновенного эффекта – петунии. Это тот самый цветок, который умеет создавать ощущение «вау» практически сразу. Стоит ее завести, и клумба уже выглядит законченной, будто на ней работал дизайнер. Петунию сеят одной из первых, уже в конце зимы, февраль-март месяц. Предварительное проращивание обязательно. Семена у нее мелкие, их не засыпают землей, а аккуратно раскладывают по поверхности и накрывают пленкой. При теплой температуре плюс 22-24 градуса она всходит быстро и начинает активно развиваться. Цветет очень рано и обильно, с мая, июня и до конца осени. Петуния бывает разной, кустовой для клумб и ампельной для кашпо и балконов. Она любит солнце, регулярный полив и благодарно цветет с начала лета и до самой осени. Если нужно заполнить пустоты и сразу получить цвет, петуния справляется идеально. Следующее – калибрахао. Калибрахао часто принимают за петунию, но у нее совсем другой характер. Это не просто цветок, это настоящий цветочный водопад. Ее цветки мельче, но их так много, что растение буквально утопает в цветении. Особенно эффектно она смотрится в подвесных кашпо и на террасах. Калибрахао требует раннего посева, январь-февраль месяц, и хорошего освещения, но за это она платит очень долгим и обильным цветением с мая и на протяжении всего лета. Проращивание обязательно. При температуре плюс 22-25 градусов всходы появляются на 7-14 день. Если хочется, чтобы цветы буквально лились вниз, это именно она. Дальше бархатцы. Бархатцы – это классика, которая никогда не подводит. Они выносливые, яркие и начинают цвести очень быстро. Это идеальный вариант для тех, кто хочет красоту без хлопот. Бархатцы растут почти в любой почве, редко болеют, а еще помогают отпугивать некоторых вредителей. Отлично смотрятся в бордюрах. Их можно выращивать через рассаду или сеять прямо в грунт. А уже через пару месяцев после посева сад наполняется солнечными оттенками. Посев на рассаду март-апрель или сразу в грунт в мае. При температуре плюс 18-22 градуса всходы появляются через 4-7 дней. Цветение через 6-8 недель после посева. Если хочется надежности, бархатцы всегда хороший выбор. Далее циния. Циния – это цветок, который невозможно не заметить. Крупные соцветия, насыщенные цвета, она сразу притягивает взгляд. Циния любит солнце и тепло, быстро растет и отлично подходит для срезки. Она создает яркие акценты и добавляет саду характер. Проращивание не обязательно, всходы через 5-7 дней. Цветение с июня по октябрь. Если нужно, чтобы клумба выглядела смело и выразительно,
Циния справится на отлично. Следующее – космея. Космея – это полная противоположность строгих форм. Она просто легкость, воздух и ощущение естественности сада. Космея быстро растет, не требует сложного ухода и отлично заполняет пространство. Ее тонкие стебли и нежные цветы создают ощущение живости и движения. Хорошо смотрится в природных садах. Посев – апрель и май, сразу в открытый грунт. Проращивание не требуется. Всходы появляются через 7-10 дней при температуре от плюс 15 и выше. Цветет долго – июнь-сентябрь. Если хочется, чтобы сад выглядел свободным и непринужденным, космея – идеальный выбор. Далее сальвия. Сальвия – это цветок, который сразу добавляет клумбе структуру. Ее вертикальные соцветия делают посадки более собранными и выразительными. Она прекрасно сочетается с другими однолетниками, долго держит форму и привлекает насекомых-опылителей. Посев на рассаду февраль-март. Проращивание желательно предварительное. Всходы через 7-14 дней при температуре плюс 20-24 градуса. Цветение с июня до заморозков. Это тот самый элемент, который делает композицию завершенной. Следующее растение – лобелия. Лобелия маленькая, но невероятно эффектная. Она словно соединяет все растения в единое целое. Лобелия идеально подходит для краев клумб и кашпо. Быстро зацветает и создает ощущение плотности и уюта. Посев на рассаду поверхностный, февраль-март. При температуре плюс 20-22 градуса всходы появляются на 7-14 день. Цветение – май-сентябрь. Иногда именно такие растения делают сад по-настоящему гармоничным. Далее агератум. Агератум – аккуратный, компактный и очень опрятный цветок. Он долго цветет, сохраняет форму и идеально подходит для бордюров. Его нежные голубые и фиолетовые оттенки добавляют саду спокойствия. Посев на рассаду март-апрель. Предварительное проращивание желательно. При температуре плюс 20-22 градуса всходы появляются на 5-10 день. Цветение – июнь-октябрь. Если вы любите порядок и аккуратность, это ваш вариант. Вербена. Вербена – это сочетание красоты и выносливости. Быстро зацветает и радует до осени. Она хорошо переносит жару, цветет долго и привлекает бабочек. Отлично смотрится как в клумбах, так и в контейнерах. Посев февраль-март с предварительным проращиванием. Можно слегка охладить семена. Стратификация 3-5 дней. При температуре плюс 20-22 градуса всходы появятся на 10-20 день. Цветение с июня и до осени. Это прекрасный выбор для цветущего сада без постоянного ухода. И заканчиваем наш обзор настурцией. Настурция – цветок с характером и энергией. Она быстро растет, легко заполняет пространство и радует яркими, теплыми оттенками. Подходит для вертикального озеленения. К тому же у нее съедобные цветы и листья. Посев в мае сразу в грунт. Проращивание не требуется. Можно замочить на 12 часов перед посевом. При температуре от плюс 15 градусов всходы появляются на 7-10 день. Цветение – июнь и аж до сентября. Если хочется живости и движения, настурция всегда создает настроение. Все эти однолетники объединяет одно – они дают результат уже в этом сезоне. Но для мгновенного эффекта лучше использовать рассаду или ранний посев. Большинство из них зацветают через 6-10 недель после посева, поэтому ранний старт – ключ к красивому саду в начале лета. Если вы хотите, чтобы сад стал цветущим быстро и без лишних сложностей,
Эти растения станут вашими лучшими помощниками. А теперь, друзья, напишите в комментариях, какие однолетники вы любите больше всего и что обязательно посадите в этом году. Спасибо, друзья, что досмотрели видео до конца. Если вам понравилось, ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал. Это поможет продвижению канала и выходу новых, интересных и полезных видео. До новых встреч в следующем видео!